Всем привет, друзья! Всем привет! Мы бесконечно рады вновь вас всех приветствовать на нашем канале. В первую очередь хотим поблагодарить вас за то, что продолжаете нас поддерживать. Пишите огромное количество очень крутых, теплых пожеланий в комментариях. Мы все видим, все читаем и по возможности стараемся ответить каждому из вас. Друзья, посмотрите, у нас все без изменений. Раннее утро, приехали вот на такое роскошное побережье. В выходной день, конечно же, нам дома не сидится. И мы решили выбраться на подводный поиск с металлоискателями. Да, друзья, с металлоискателями. Сегодня у нас будет опять совместный, если можно так выразиться, поиск в тандеме с любимой женой. Взяли с собой, посмотрите, две системы для подводного погружения от фирмы Blue 3, Nomad Mini, Nemo. И посмотрим, что нам сегодня принесет такое длинное, посмотрите, очень длинное, красивое побережье. Все, не будем затягивать, пока никого нету, раннее утро, и подготавливаемся к подводному погружению. Погнали! Ну что, друзья, мы полностью приготовились к нашему подводному погружению, к подводным поискам, как вы видите. Хороших нам сигналов. Погнали! Друзья, я снова рад всех приветствовать на нашем канале, и на этот раз прямо из-под воды. Сегодня я буду использовать металлоискатель от фирмы Minelab, который называется Manticore, а также подводная система, с помощью которой я дышу под водой, называется Nomad Mini от фирмы Blue 3. И пока я настраиваю дополнительные функции, хотел бы еще раз уточнить, как все будет происходить. Так как под водой обычно находок бывает немало, и дабы не затягивать видео, я всегда буду показывать только самые лучшие находки, те находки, которые удалось заснять, на мой взгляд, более-менее неплохо, и по традиции я всегда буду показывать самую первую находку, какой бы она ни была. И первая находка сегодняшнего погружения, к сожалению, одна из самых частых в принципе – алюминиевая пробка от бутылки. Долго ждать не пришлось, и примерно через 15 минут нам попадается первая находка в виде ювелирного изделия – женская серьга, к сожалению, бижутерия. Анечка использует сегодня подводный металлоискатель Quest Scuba Tector Pro. У него нет дискриминации, поэтому прибор не различает цветной и черный металл, но несмотря на это ей уже повезло больше, и она нашла большое красивое мужское кольцо из нержавеющей стали. Зачет! Следующая находка уже порадовала, и мне попадается очень красивое серебряное кольцо 835 пробы. Ну что, первое серебро есть, начало положено. На этот раз нам попадается уже вторая по счету красивая женская серьга, но, к сожалению, снова бижутерия.
И вслед за серьгой очередная алюминиевая пробка от бутылки. Следующая находка – красивый женский браслет на руку. Бижутерия. И вслед за браслетом попадается еще один, но на этот раз я заметил его прямо глазами. Очень красивый, сделанный из синих круглых камушков. На этот раз нам попадается монета Германии, 1 марка 1962 года. Кладу ее в хабарницу и проверяю катушкой ровно на том же месте. Снова сигнал. Попадается еще одна марка, но на этот раз 1969 года. Кладу ее в хабарницу и проверяю катушкой еще раз, все на том же месте. Вы не поверите, но снова сигнал. На этот раз снова монета, но уже 5 фенингов 1950 года. Следующая находка, уже третья по счету за сегодняшний выход, красивая женская серьга, но, к сожалению, снова бижутерия. Да, друзья, это невероятно, но нам попадается уже четвертая по счету за сегодняшний выход красивая женская серьга, слегка сломанная, но зато в этот раз уже серебро 925 пробы. Следующая находка меня удивила. Это очень большая подвеска кентавра с копьем, и с момента обнаружения вплоть до того, пока я не приехал домой и не проверил, я думал, что это серебро. Но после того, как я поискал информацию в интернете, оказалось, что это винтажный брелок или медальон для ключей от французского коньячного дома Реми Мартин, датируемого 1960 года, и изделие оказалось посеребряное.
А вот находка, которую я обнаружил совсем рядом с коньячным медальоном, уже серебро. И на этот раз это маленькое красивое кольцо 835 пробы. И вслед за маленьким серебряным кольцом нам попадается еще одно, но на этот раз уже огромное мужское серебряное обручальное кольцо 925 пробы. Зачет. На этот раз нам попадается красивая подвеска, на которой изображен водолей с трезубцем, а с обратной стороны награвированное имя Петер. Следующая интересная находка была у Анечки. Она подплыла мне ее показать, и, честно говоря, от увиденного я был в шоке. Золото 100%. Это что такое? Это череп с какой-то воронкой. Солнце, это 100% золото. А у меня камера включена? Да. Друзья, посмотрите, что нашла. Это тоннель 100% золотой. Смотри, тут 22 написано, может 22 карата. Это серебро, сверху золото. Я в шоке. Давай туда. Я поверить себе не могу. Да, это золото, солнце 100%. Прикинь, твое первое золото вот так в таком еще виде. Это ты запомнишь на всю жизнь. Давай 5. Да, друзья, и как я уже не раз говорил, хоть мы иногда и ошибаемся, думая о той или иной находке, что это серебро или золото, самое главное, что в момент обнаружения мы испытываем настоящие чувства адреналина. А то, что мы потом узнаем из интернета, что это не драгматериал, это уже потом. Ну что, если я не ошибаюсь, на этот раз уже 5-я по счету за сегодняшний выход женская серьга. Но на этот раз очень красивая, украшенная блестящими камушками, серебряная 925 пробы.
Заключительная находка сегодняшнего погружения – очередная женская серьга. Хоть и бижутерия, но я считаю это хорошее завершение нашего подводного поиска. Пора всплывать. Ну что, друзья, нанырялись, напогружались, накайфовались. Очень сегодня понравилось. А самое большее понравилось это то, что жена выныривает и первое, что говорит, это: «Фух, как же я сегодня кайфанула». И мне, как охотнику за сокровищами, слышать это от своей любимой жены, это, конечно, бальзам. Друзья, посмотрите, поднялась волна, начался такой конкретный ветер, поэтому мы немножечко вот так вот отошли под здоровенное дерево, спрятались в тенечек, и сейчас вам будем показывать свои находочки. Ну что я могу сказать? Сегодня с приключениями, друзья. Посмотрите, вот так вот мы все разложили, очень много, как вы видите. Так, ну и по традиции начинаем с серебра. Вот это вот все серебро, это вот все мое, друзья. Кроме очков, жена нашла очки, а вот это вот ее хабарница. Но вначале начинаем с меня. Смотрите, друзья, вот такая вот здоровенная серебряная штука. Мартин Реми Когнак. Вот такая вот здоровенная. Что это такое, я не знаю. Надо смотреть в интернете. Но это серебро, друзья. Посмотрите, видите, какая патина? Ну, коррозией такой покрывается. И вот точно такая же коррозия. Видите, это серебряное кольцо. Все там есть, и эти все штемпели, пробы. Вот видите, одинаковая коррозия. Это я о чем говорю, то что пробы нигде не вижу, но по коррозию и по сигналу я, конечно же, вижу, что это уже серебро. Дальше, вот такая вот сережка, друзья. Еще, смотрите, совсем недавно потерянная, чуть-чуть только там что-то подслезло, но с этой стороны уже отчетливо видно 925. Серебряная сережка. Потом, вот это уже, конечно, долго полежало, но тоже видно, что серебро. И вот такое симпатичное колечко. Тоже серебряная, друзья. То есть получается 1, 2, 3, 4, 5 и еще малюсенькое убежало сюда. 6-е, вот такое колечко. Ну вот это вот уже показывал, но еще раз покажу. Видите, да, сколько тут грамм? Очень много. Вот столько много бижутерии. Вот это нашел глазами. Это такие как камушки на резиночке. Прикольная такая штучка. Вот такой здоровенный браслетик женский на руку. Мундштук. Кто-то курил, ну и, наверное, старинная. Я пока вымывал какую-то находку, смотрю, и это выскочило. Дальше вот такая вот сережка. Желтенькая, блестит, и она такая тяжеленькая. Может, потом где-то пробу найду, и окажется, что золото, но пока что я ничего здесь не вижу. Вот такая вот сережка, друзья. Тоже непонятная, да? Какая-то женская вот такая вот бижутерия. Еще серьга, но это красивая, с камушками, видите? Подвеска, водолей, друзья, с трезубцем стоит. С этой стороны, по-моему... А нет, что-то еще и с этой стороны есть. Надо будет почистить и рассмотреть. Может, надпись какая-то, да, по-моему, надпись. Или дата. В общем, вы уже видели, а я еще не видел. Мне интересно, домой приеду, буду рассматривать. И вот такая вот сережка, друзья. Так, заколочка. Очки, уже сказал, жена нашла. Вот это ходячки. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 с половиной, где-то 12. Зато посмотрите, сколько марок. 5, 2. Единичка, марка, ну, в общем, то же самое, наверное, сколько и ходячек. Так, тут все показал, какой-то элемент от ремня, вот такая вот заколочка. Вроде бы все, да. А, и очки с 2 частей. Вначале нашел одну, буквально метр сдвигаюсь, и 2 часть. Смотрите, тут самое интересное. Давай, держи вот так вот в руке. Самое интересное, друзья. Ну, начнем с самого богатства. Вы посмотрите, что она нашла. Вы видите, друзья? Ну, я говорю, что вот это золото, а эта штука серебро. То есть это на заказ сделанный. Видите, тут еще 22. Тяжелая, друзья, тяжелая. То есть, слышите? То есть она прям, ну, жестко тяжелая. Я думаю, что это золото с серебром. Тоннель, знаете? Это специально вот в ухо делают такие дырки. Ну, вы понимаете, про что я говорю. И мне кажется, что жена наконец-то нашла свое первое золото. Друзья, пробы нету, поэтому
утверждать мы не станем. Я на самом деле заранее все равно ее уже поздравил и еще раз поздравляю, потому что я очень надеюсь, что это золото, друзья, тяжелое, во-первых. Во-вторых, желтая эта штучка не окислилась. Если была бы медь, сами знаете, она покрывается малахитом таким зеленым, ничего нигде не покрылось. Это белое, сразу видно, это серебро. Я вообще не удивлюсь, если это 22 карата какого-нибудь золота, просто вот это белое, пыленое какое-нибудь. В общем, вот здесь вот где-то выскочит, золото это или нет, поэтому вы уже будете знать 100%, а мы пока что не знаем. Но я считаю, что эта находка, конечно, ну просто, ну, друзья. Да, даже если не золото, все равно. Да. Для меня это вообще Да, вот слышите, что самое говорит? интересное такое. Так вы смотрите дальше, на этом еще не все. Вот такое вот здоровенное колечко. Дальше, смотрите, что-то я тут вот видел. Да, вон там, видите, что-то К, что-то непонятно. Ну, конечно, это нержавеющая сталь. И посмотрите, 3 серебра. Вот такие все маленькие, здесь с белым камушком. Это 100% старинная 835 проба, я уверен, что будет. Все такие колечки 835 пробы. У меня, помнишь, их сколько дома? С красными камушками, какие-то тут эти, как этот жучок, божья коровка или рубинчики. Смотрите, вот раз такое колечко. Потом вот такое с котенком серебряное. И вот такое даже умудрилась маленькое-маленькое найти. И посмотрите, сколько монет тоже. Вы представляете, это все она нашла вот с таким металлоискателем. Ну-ка, разверни катушку. Просто вот так вот открой. Хопа. Смотрите, видите? Вот этот металлоискатель на самом деле, он сделан специально, друзья, для дайвинга. Он называется Scuba Tector Pro от фирмы Quest. Он специально разработан для подводных погружений, для подводных поисков, и он, между прочим, с ним можно погружаться до 60 метров, вы представляете? Даже Deus II, кто знает о таком металлоискателе, мантикоры, эквиноксы не рассчитаны на такую глубину, как вот этот вот. Он стоит в районе где-то 260-270 евро. Это не реклама, нам никто за это не платит, мы покупали это за собственные деньги. Так что вот, друзья, да, я очень рад, что жена наконец-то вот так вот полноценно отстрелялась. Очень даже неплохо, молодец. Ну и, конечно, то, что она сказала, как я сегодня кайфанула, я запомню это навсегда. Все, друзья, будем заканчивать сегодняшнее такое видео. Кому понравилось, ставьте пальчики вверх. Не забывайте подписываться на канал, также нажимать колокольчик, чтобы не пропускать наши последующие видео. Мы поехали домой. Всем пока. Пока-пока. Пока-пока, друзья.